Привет! Я в самом холодном городе Казахстана. Можно сказать, что в казахстанском полюсе холода. У меня есть страница на Boosty. Это дополнительный сервис, на который можно подписаться и получать доступ к размещенным там постам. Как, например, вот это видео. Привет! Это очередное эксклюзивное видео, которое увидят только мои саппортеры, подписчики на Boosty. Я нежданно-негаданно... Саппортеры на Boosty уже знают, где я оказался нежданно и негаданно. И вообще они обо всех новостях узнают первыми. Хочешь попасть в такой же близкий круг? Подпишись на Boosty. Ссылка где-то вот здесь написана, или вот QR-код где-то вот здесь. От 200 рублей в месяц можно подписаться. Подписавшись на Boosty, ты получаешь доступ в ближний круг моего канала. А я получаю ежемесячную поддержку для того, чтобы продолжать радовать весь ближний круг и других подписчиков замечательным контентом. Подпишись. Я странный дядька, вы у меня на канале. И сегодня мы с вами посмотрим самый холодный город Казахстана. Казахстанский полюс холода. Правда, погода совершенно не благоволит, так сказать, прогулкам. Очень холодно и дождь противнейший идет холодный. Но поэтому мы по-быстрому. Я сейчас на центральной площади города Атбасар. Атбасар известен прежде всего тем, что в 1893 году, в январе месяце, здесь была зарегистрирована температура минус 57 градусов Цельсия. Это самая низкая температура за всю историю наблюдений на территории Казахстана. Есть у этого города еще несколько особенностей, но обо всем по порядку. Сейчас я на центральной, видимо, площади города. Здесь находится акимат, правее вот там вот больница. Здесь парочка, видимо, жилых домов. Ну и плюс всякие какие-то бизнесы внизу. Там церковь, похоже, какая-то католическая или лютеранская. Дальше жилые дома, спортплощадка, торговый центр, еще один торговый центр. Вон там вот в глубине, похоже, это Дом культуры, памятник известнейшему казахстанскому писателю, который родился в этом городе. Еще один зал для торжеств и опять жилые дома. Здесь находится большая железнодорожная станция. Здесь есть множество элеваторов для хранения и перевалки, видимо, обработки зерна. Я подробностей, естественно, не знаю и глубоко, так сказать, к вопросу, как обычно, не готовился. Просто интересное место, я сюда приехал и сейчас прогуляюсь, посмотрю и вам все покажу. Я, честно, надеялся на то, что дождь поутихнет, но дождь, по-моему, стал только еще сильнее. Поэтому, не знаю, прогулка у нас, возможно, будет только вот такая, из-за стекла автомобиля. Ну, потому что реально на улице близко к нулю и такой прям противный дождь. Очень холодный. Хорошо хоть что не замерзает сразу, как упавшая. В общем, вот, что здесь смотреть, куда идти, я не знаю. Вот на центральной площади мы с вами только что были. Я думаю, что теперь нужно доехать до железнодорожной станции. Наверняка она тоже должна быть какая-нибудь примечательная. Если что-нибудь увижу по пути, тоже вам покажу. А так, простите, извините, но я, как обычно, не готовился. Но ведь я специально так делаю, потому что для меня важны первые вот эти вот случайно полученные впечатления. Если ты заранее подготовишься, все прочитаешь и выяснишь, то потом приезжать и смотреть уже будет неинтересно. Дождь все никак не унимается, а наоборот, похоже, распаляется. Поэтому едем, смотрим на город из окна автомобиля. Город, скажем так, застройка эклектичная. То есть буквально вот мы отъехали оттуда от центральной площади. Прямо от нее идет улица. Здесь единовременно мы можем видеть и вон пятиэтажки, и такую одноэтажную частную застройку. Но это, я так понимаю, что один из новых районов города. Сейчас мы доедем до железнодорожной станции, которая здесь появилась одной из первых, я имею в виду на территории города. И там уже посмотрим. Плюс еще должен быть какие-то, скажем так, небольшие остатки от старого города.
на улице Набережной вроде были, как-то там еще, я так по-быстрому посмотрел в интернете, должны быть какие-то старые купеческие дома дореволюционные. На них тоже было бы интересно посмотреть. Хотя бы в полглаза. Сейчас доедем, посмотрим. Дождь это, конечно, очень печально. Особенно, когда дождь холодный и портит все твои планы. Но, с другой стороны, это повод достать зонтик. Потому что зонтик натурально запылился. Он лежал все это время, фактически год в машине. Я его ни разу не доставал. Он просто покрылся огромным слоем пыли. Вот пыль стряхнул, достал, стою под зонтиком. Приехал я на центральную, на железнодорожную, наверное, площадь в Атбасаре. Вот оно, здание вокзала. Оно построено, наверное, тогда же, когда открыта была станция, в 1943 году, как я прочитал. Но, вот, к сожалению, его обшили вот таким вот современным сайдингом. И всю свою, скажем так, весь свой шарм этот вокзал уже растерял, к сожалению. Совершенно небольшая, такая обыкновенная, аккуратненькая, вроде бы станция. Давайте, я не знаю, наверное, может, пройдем хоть через вокзал на дорогу, на платформам, будем так говорить, и посмотрим, как это все выглядит там. Ну, стандартный типовой вокзал на два крыла. В одном крыле кассовый зал, в другом, скажем так, это самое, зал ожидания. Тут одна низкая платформа и вторая платформа тоже низкая, узенькая, на втором пути. То есть, грубо говоря, там два поезда одновременно может принимать. Куча путей всяких разных, скажем так, грузовой работы и все прочее. Там вот я так понимаю, что это какая-то нефтеналивная, наверное, нефтеперегрузочная штука для терминала. С той стороны за путями торчит огромный такой хлебный элеватор. Сейчас я попытаюсь обойти вагоны, чтобы был понятен масштаб, так сказать, вот здесь переработки вот этого зерна и хлеба. Я не знаю, что тут сейчас до сих пор работает или не работает. Происходит что-нибудь с этим элеватором. Делают ли какие-то продукты и все такое. Но, блин, постройки чрезвычайно масштабные. Вот они там показываются из-за путей. Просто все, просто огромнейших размеров. Вернее, даже получается элеваторов два. Видимо, вот этот вот белый, это чуть более старой, наверное, постройки. А вот этот, который правее, чуть более свежей постройки. Ну, круто. Здесь такой прям индустриальный пейзаж. Как я люблю всякие вот такие индустриальные штуки. Я, честно говоря, очень, скажем так, люблю и привечаю. С обратной стороны вокзал тоже выглядит теперь как коробка, обшитая пластиком. Ну, тем не менее, станция живет, поезда шевелятся. Расписание наверняка такое обширное. В общем, жизнь житействует. Это хорошо. Пойдем посмотрим, что там дальше есть. Здесь вот улица с преимущественно такой вот послевоенной, наверное, и военной застройкой. Так это назовем. Хотя вон есть уже и пятиэтажки тоже. Это, я так понимаю, школа. Судя по всему. Там вот район пятиэтажек в ту сторону. Здесь что-то недостроенное. В процессе строительства находится. Там аж целых два крана. Вроде что-то шевелится. Хотя сегодня воскресенье. Вот мне навигатор показывает, что надо направо, но поедем-ка мы прямо проедем. Просто для того, чтобы прокатиться по улице и получить, так сказать, общее впечатление от того, как выглядит улица Атбасара. Ну вот как-то так выглядит улица Атбасара, идущая прямо от вокзала. Магазинчики, всякое вот такое вот, заправки.
там вот дальше я увидел какой-то новые дома, новый район. Надо туда доехать, посмотреть, как это новая, так сказать, застройка выглядит. Тут большущий торговый центр, Алем, торговый дом. Здесь вон всякие двухэтажечки. А вон туда дальше, почему-то там дорога не асфальтированная, но вон там какие-то вроде новые дома и какой-то новый район. Но раз асфальта нет, мы туда не поедем. Может, какое-нибудь училище. Судя по архитектуре советской, больше на училище похоже. Какая-то старая стела Атбасарская. Что Атбасарская? Может, какая-нибудь станица? Или как это? Аул? Или улица Атбасарская? Или что? В общем, если есть в комментариях люди из Атбасара, жители или бывшие жители, то, пожалуйста, пишите в комментариях, как оно здесь в Атбасаре было раньше или есть сейчас. Спорткомплекс явно, Олимп, ДСК. Ну и вот они там вот новые, так сказать, более-менее современные дома. Дальше. Время 5:30. И скоро станет темно, и будет уже ничего не видно. А с учетом того, что погода пасмурная, будет совсем нехорошо. В общем, довольно большой город. Сколько там? Наверное, 30-40 населения сейчас у него. Довольно большой, довольно крупный город, районный центр. Вот какое-то такое, как бы историческое здание, но такое ощущение, как будто брошенное. А вот это, я так понимаю, детский сад. Типовой советский, много где такой встречающийся. Прикольно. Там вот я смотрю мечеть, минарет торчит, купол. Ну и где-то вот там прямо набережная. Вот это вот так называемая улица Победы, про которую было написано, что на ней в том числе находится историческая застройка. Только вот в какую сторону, налево или направо, пока не знаю. Но поедем пока направо. Проедемся, если что, потом вернемся обратно. Мечеть здесь большущая. Правда, я так понимаю, что еще в процессе строительства. Но большая и симпатичная. Здание Казпочты большущее такое, с окнами в 3 этажа прямо. А здесь, видимо, жилой дом, магазин в нем такой. А вот и старый, это точно дореволюционный дом чей-то. И вот это вот тоже дореволюционный дом, абсолютно 100%. И вот эти дома. В смысле, как дореволюционный? Довоенный, простите, что я говорю. Ну, наверное, все-таки даже, может, дореволюционный. То есть это какой-то, наверное, конец 19 века. Вот там вот на набережной очень интересное строение. Смотрите, какое. А? Вот и какой-то такой прям чей-то помещичий усадебный дом. Я смотрю, что это краеведческий музей, похоже, да? Насколько я понимаю, в казахском языке. Вход где-то там, но судя по отсутствию света, наверное, попасть в него нам не получится. Ну, хотя бы просто посмотреть на здание, потому что здание прикольное. Ну вот я заехал с обратной стороны этого здания. Здесь такая площадка есть. Здесь вон есть ворота, но все закрыто. И свет нигде не горит. Здесь, я так понимаю, вот такой вот исторический какой-то, видимо, двор. Вот это, наверное, более сложные, поздние постройки уже советского времени. Тут котельная, гаражи и все такое. А вот это вот оригинальный купеческий дом, наверняка конца 19 века. Какой-то знатный купец здесь жил.
радовался жизни. И вот тот забор, та стена наверняка тоже оригинальная. И, возможно, вот это здание тоже оригинальное, 19 века. Какой-то амбар. Интересно было бы попасть в Краеведческий музей, но похоже, что никто ничего не работает. Здравствуйте! А что, все закрыто, ничего не работает? Так обычно наоборот, в воскресенье работают, а потом в понедельник выходной. Нет? Нет. В понедельник будет работать только, да? День добрый. Понедельник, воскресенье, воскресенье. Понятно. А что там интересного есть? Там интересно вообще в музей? Стоит попасть? Приходят, Приходят люди? конечно. Понятно. Нас интересуется, приходят. Ясно. А вся вот это вот эти старые дома купеческие, туда дальше или туда дальше вдоль реки? Туда и туда. А и туда есть, и туда есть, да? То есть вот эта вся набережная часть, она историческая еще. Я вас понял. Ну ладно, если останусь до завтра, значит завтра приду. Спасибо. Ну вот надо туда дальше проехать, наверное, вдоль реки. Здесь вот тоже такой интересный дом. Наверное, он не очень старинный, но с другой стороны какой-то вот очень так интересно выглядящий. Это, наверное, просто часть дома, видимо, исторического. Та часть дальше сломана, а здесь он даже живут, свет горит. Ну, сейчас доедем. А, здесь никуда не проехать. Здесь чей-то двор. Я к кому-то вторгся, так сказать, незваным гостем. Поэтому сразу разворачиваемся. Собаки сразу залаяли, все такое. Ну, правильно, получается, приехал такой какой-то товарищ, набаламутил всех. Тем более, что выходной день, воскресенье. Все сидят в расслабленном состоянии дома. А тут дядька, который давай тут эгегей наводить. Там, вот смотрите, на той стороне дороги дом то ли брошенный, то ли перестраиваемый, потому что забор вроде бы новый, а эти самые окна вынутые и все такое. Там по карте я смотрел, вроде бы был мост. Но что-то я теперь этого моста не вижу. Есть мост или нет моста, сейчас увидим, дальше проедем. Как бы тут получается все улицы к этому самому к речке все тупиковые. Никуда дальше особо не выходят. Возможно, это какое-то тоже учебное заведение, наверное. Или что-то такое. Детская площадка какая-то есть. Я так понимаю, что вот этот вот вал у реки, это, наверное, защита от наводнений, потому что река, видимо, по весне очень сильно разливается. И, скорее всего, это все было сделано для того, чтобы пойму реки огородить, вернее, город огородить. Есть, о, смотрите, проезд, написано полос, поселок Заречный, туда. И это, получается, это не мост, а это такой брод, что ли, или как это, насыпь. Вот здесь вот сделан проезд в этом скажем так, противонаводненческом вале. Сделан проезд туда, и можно попасть на ту сторону, в поселок Заречный. Ну что, давайте проедем по такой вот дамбе. Наверное, ведь оттуда потом куда-нибудь можно будет выехать. Вот такие вот приключения я прям люблю. Приехал, увидел какую-то вот такую вот штуку. Она куда-то ведет, куда-то поехал. А вот река. Вода такого зеленоватого цвета на самом деле. А с этой стороны, видимо, это... Как это? Дамба подпрудила реку, и уровень здесь поднялся. Но дорога здесь оставляет, скажем так, желать лучшего. Если будет еще подольше идти дождь, то вот по таким вот дорожкам будет уже не проехать. Интересно, куда я выезжаю? Туда, куда надо, или не совсем? Вот там я вижу, смотрю, это железнодорожный мост. Может быть, он, кстати, одновременно еще и автомобильный. Ух, какие тут лужи. О, вон как тут объезд. Очень круто. Поехали. Все, как я люблю. Правда, к тому времени, как мы доедем, видимо, будет уже темно. Ну да ладно. Придется в Атбасаре оставаться ночевать. Судя по тому, в каком состоянии эта дорога, может быть, это и не очень хорошая мысль куда-то туда ехать.
Потому что тут прям вот просто сплошная глина, жижа. И просто ты на ней, машина на этом всем как корова на льду. Но она, конечно, ползет в натяжечку. Сколько здесь до асфальта? Ну, какое-то вот расстояние. 1,5 километра вот такого вот. Ну что, как вы считаете, приключение значит приключение, да? Едем вперед? Ну, у меня, конечно, не полный привод, но, по крайней мере, пока все вполне себе тянется. Там вот впереди точно не проезжабельный участок, но, судя по всему, не я первый здесь такой, и все ездят по целине в объезд вокруг этого вот участка. Смотрите, смотрите, что делается. Машина едет вперед задними колесами. Вообще, то есть вот это все, это чрезвычайно скользкая, промокшая поверхность. Если остановиться, то запросто может быть так, что не получится тронуться даже. Поэтому останавливаться ни в коем случае нельзя. Видите, что делается? Жопа едет вперед морды. Машина тащится туда, куда ей интересно самой, а не туда, куда я ей указываю ехать. Так, главное не бухнуться в какие-нибудь большущие лужи. Вот туда нам соваться нельзя, там прям огромная лужа. Ну вот здесь выезд на основную дорогу. Поехали на основную дорогу, если это так можно назвать. Главное, чтобы не стащило нигде в канал, потому что прям елозит, чувствуется, жопу прям таскает из стороны в сторону. Там, видимо, еще налипло грязи на колеса и вовсюда. Машину нужно будет мыть, но, блин, приключения, приключения. По такой дороге в Казахстане я еще не ездил. В основном дороги были каменистые, пыльные, песчаные, но вот не такая склизкая, промозглая грязь. Хорошо бы потом, чтобы вот там, туда наверх, был выезд, потому что, вон, я смотрю, машины там вон по мосту, по путепроводу железнодорожному сверху едут. А тут же вон еще насыпь, и дорога куда-то идет под мост. То есть нехорошо было бы, чтобы там был выезд на мост наверх. Ну вот, дорога выходит на шоссе. Там вот смотрите, какая огромная стоянка грузовиков, заправка и все такое. То есть это получается, что я проехал через Атбасар и выехал обратно туда, откуда я приехал. Потому что приехал я, получается, вот оттуда вот. И через этот мост я уже ехал. Сейчас мы, получается, вернемся обратно в Атбасар тем же путем, каким я туда заезжал. Но круто, сделал круг, получается. Там вон какой-то интересный поезд идет, служебный, локомотив и какой-то один вагон. Локомотив даже сдвоенный. Ну, какой-то, видимо, чего-то измеритель. Во как выглядит. И вагон еще интересно так раскрашен в серо-зеленые тона. Нечто интересное. Согласен с локомотивом. Ну и опять мы заезжаем в Атбасар, так же, как я заезжал туда пару часов назад. Вот здесь, смотрите, стела Атбасар. Такая советская стела на въезде. Дальше вон там те элеваторы, которые мы видели со стороны железнодорожной станции, видим. А здесь река, конечно, не производит того впечатления, когда ты понизу по ней проезжаешь. Здесь она сверху кажется такая, в общем, и небольшая совсем. Ну вот туда дальше прямо получается это еще один элеватор. Здесь левее какая-то нефтебаза. А вот интересная штука. Исторический трактор на постаменте. Все это
обозначена как памятник первоцивильных. Освоение цивильных земель, 1954 год. Крутяцкая такая штука. Не представляю, как работали на таких тракторах. Там вообще ведь никаких удобств. Гремит все, воняет, трясет, прыгает. Ой, это страшная штука. Просто я однажды наблюдал такой трактор, так сказать, в заведенном состоянии. Был очень впечатлен, честно признаюсь. Улица Набережная почему-то находится в какой-то промзоне. Интересно, почему? Вот эти вот штуки вот здесь слева, это какое-то современное производство, современное предприятие. То есть что-то здесь прям не то что работает, а, скажем так, он даже что-то обновляется. Современное оборудование, современные здания. Что-то здесь делается. Подъездные вон пути. На подъездных путях вон накат хороший. То есть жизнь жительствует, работа кипит. И вон там дальше еще один такой же элеватор. Вон еще желтое здание. Это тоже, наверное, какое-то хранилище для зерна. И вон там вообще большущий элеватор. А утверждает навигатор, что вот набережная улица-то вон та. Ну какая же она набережная? Она какая-то не совсем набережная. Ну вот, наступило утро мое в Атбасаре. Утро холодное и замерзшее. Ночью было, наверное, посерьезнее, но сейчас холодно, скользко, противный ветер, минус 1 градус. Бррр, очень не очень. Вот в такой вот замечательной гостинице Армандо Стар я здесь заночевал за 8000 тенге. Вполне приличный номер, без изысков, но, в общем, жить можно. Главное, что не в машине, потому что, несмотря на то, что у меня все для ночевки в мороз есть, как-то вот морально я к этому был не готов, что вот так резко вдруг придет и наступит зима. Сейчас быстренько скидаю все в машину. Машине, к сожалению, очень поплохело, поэтому я ставлю конечной точкой Алматы, потому что там есть автосервис и запчасти, и дую туда. Надеюсь, что у меня получится доехать. Хотя совершенно не факт. Ну, в общем, разбираться будем по ходу пьесы. Главное сейчас выехать на трассу и начать двигаться в сторону юга, чтобы было все-таки потеплее. Очень почему-то мне в этом году не нравится минус и холодный ветер. А еще ночью или уже утром, я не знаю когда, кто-то мне, видимо, из детей подложил вот такого вот друга. Он лежал вон там на капоте спереди. Я еще так сначала сел в машину, не заметил, потом смотрю, какая-то синяя штука торчит. Думаю, что это такое? Ну, вот такой вот у меня теперь есть. Я не знаю, кто это. Звереныш. Если вы в курсе, кто это и кто это, пишите в комментах. Ну, у него вон есть пупочка для веревочки. Я его отмою и куда-нибудь привешу или приклею. Потому что раз такой чувак ко мне в Атбасаре пришел, нельзя же его оставить здесь в Атбасаре. Явно ведь кто-то с добрыми намерениями мне его положил. Чей-то подарок. Спасибо.